Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, и сегодня выходит наше шоу «Безос курит». Это наше шоу о e-commerce бизнесе, все, что касается интернета и возможности зарабатывать дистанционно, удаленно, как хотите это называйте. Меня зовут Антон Чехов, с нами сегодня Виктор Богуцкий. Виктор, привет. Привет, ребят. Я вам немножко расскажу сейчас чуть попозже о Викторе, но если в общих чертах о нашем шоу. Мы сегодня выходим на телеканале «Русская Америка», мы выходим в группе Project Amazon в Фейсбуке, мы выходим на Ютубе, на Фейсбуке, на множестве площадок. У нас 8 площадок сегодня. Где бы вы нас ни смотрели, вы можете оставлять свои комментарии и вопросы к этому посту, к этому видео. Я их буду видеть здесь в административной панели. И если они будут по теме, и это будут серьезные вопросы, которые вы можете сегодня задать Виктору, то я их с удовольствием выведу на экран, и мы на них ответим. О чем мы сегодня будем говорить? Когда, и Виктор, наверное, и я, когда мы задумывались только о переезде, всегда было важно два вопроса. Первый вопрос – это кем я буду, собственно, работать в Соединенных Штатах Америки, если я туда перееду. И второй вопрос, как мне, собственно, туда переехать. Отдельно, этот вопрос касался меня, и, возможно, этот вопрос будет касаться многих. Также задаются вопросом, как найти работу, если моя профессия или то есть то, чему мы учились в институте, или кто-то не учился в институте, если моя профессия не очень востребована, и как не переучиться. Вот обо всем мы сегодня будем говорить в прямом эфире с Виктором. Виктор, расскажи в двух словах о себе, как давно ты в США, как давно ты в области программирования и чем ты занимаешься ежедневно? В США мы с семьей, я, жена и дети. На тот момент у нас был один ребенок, сейчас уже их 3. Мы переехали в 2016 году, и ты абсолютно прав. Вот людей, которые собираются ехать, которых даже просто задумываются. Первый вопрос, как переехать? А вариант, чем я буду заниматься, ответ на этот вопрос начинается искаться уже, когда самолет приземлился. Серьезно? Да? Мне показалось, что надо это заранее искать. Что я буду там делать, нет? Я не знаю. Но, по крайней мере, с теми людьми, с которыми я общался, все выглядит именно так. То есть самолет приземлился, а теперь следующий вопрос, чем я буду заниматься? Да, я программирую, занимаюсь программированием, обучением программированию, сам работаю тоже в компаниях, активно прохожу собеседования, потому что мы учим тоже, как проходить собеседование, чтобы не растерять навык, я еще этим занимаюсь. Окей. Скажи мне, пожалуйста, если мы говорим про программирование, как давно ты занимаешься обучением программированию, и реально ли учиться сейчас онлайн-программированию, и не нужно ли для этого, как раньше было, 5 лет, может быть, можно профессии какие-то освоить за более короткий срок? Ждать 5 лет это бесполезно, тем более от того, что ты просто поступил в университет, время идет, но прогресс может не идти. Краткосрочное обучение, оно дает больший результат, потому что оно насыщеннее, потому что люди более мотивированные, когда ты приходишь, не знаю, по крайней мере, по себе говорю, когда я пришел учиться в университет, я не был замотивирован учиться. То есть для меня это было просто как веселое времяпровождение. А когда люди уже понимают, что, специальности специальности-то нет, нужно что-то делать, приехали в Америку, нужно как-то деньги зарабатывать. И все варианты, которые предлагаются, не очень интересные. Стройка, мувинг, водители, то есть такие, не всем подходят. Это 8-10 сейчас, да. Слушай, а правда, перед тем, как перейдем уже к программам обучения к твоим, правда ли, что, по крайней мере, так говорят мои знакомые программисты, что сейчас учиться 5 лет в институте – это терять время. То есть можно взять множество различных коротких курсов, освоить то же самое, но за более быстрый срок, если это тебе действительно надо. Потому что через 5 лет все изменится, и уже Apple не будет Apple через 5 лет тем, которым он есть сегодня, а через 5 лет он будет совершенно другой. Насчет Apple мне тяжело сказать, потому что компания большая и настолько инертная, что, возможно, через 5 лет мы увидим ее почти такой же, как и есть. Что касается обучения, то, я лично по себе говорю, что замотивированные люди, им
намного нужно меньше времени, чтобы освоить новую специальность. Для работодателя неважно, какой у тебя есть диплом, важно, чтобы ты обладал знаниями и навыками. Знания получить можно, навыки тоже можно получить. Есть много разных вариантов, потому что еще есть другая проблема. Это вот отучились, а где взять опыт, чтобы устроиться куда-то. Это тоже решается проектами. Тоже сейчас мы об этом поговорим. Нас Да. смотрит уже сейчас 79 человек, уже разогревается и уже 80. Вот я смотрю, люди прибывают. Ребята, задавайте свои вопросы по мере их возникновения в комментариях, где бы вы нас не смотрели. Если вы хотите узнать подробности об этой услуге и заполнить заявку на бесплатную консультацию со специалистом школы по обучению, вот здесь внизу есть ссылочка edil.cc. Там есть отдельная страница с услугой, где вы можете посмотреть программы обучения и отдельно внизу записаться, оставить заявку на бесплатную консультацию, где вам все это расскажут уже детально, специально для вас. А теперь давай тогда поговорим про непосредственно обучение. Да? Если мы учимся там, в институте 5 лет, это отдельная программа. Какие программы по обучению представляешь ты и сколько они, как правило, занимают? То есть на сайте у нас написано, что их 5 штук. Вот, возможно, это не полный перечень. Давай начнем с тестировщика. Да? Это, наверное, самая популярная, очень востребованная профессия. Да? Да, потому что, знаешь, почему так получилось? Потому что считается, что, типа, тестировщик такая профессия, с которой легче всего начать. Но это не совсем так. Практически все профессии в IT, разработчики, тестировщики, менеджеры и так дальше, порог входа все равно есть. Какая бы профессия ни была бы, считалась она легкая, сложная или какая угодно, то есть порог сложности есть. Но по стереотипам и по потребностям рынка сейчас так получается, что на тестирование выучиться чуть-чуть легче, чем на все остальное, и искать работу тоже чуть-чуть легче. Поэтому на тестирование есть такой спрос, так как ты можешь где-то через 5-6 месяцев выйти на работу. То есть мы учим, то есть средняя продолжительность программы 6-8 месяцев. 6-8 месяцев. Ну, да. Я правильно понимаю, что тестировщики – это не программисты, и программисты ненавидят тестировщиков именно за их труд, потому что тестировщики, они призваны, чтобы ломать, чтобы ругаться, чтобы находить какие-то баги, ошибки, и чтобы все было плохо. Это интересная версия. Ну, хорошо, расскажи мне, чем занимаются тогда тестировщики. Зайдем с другой стороны. Тестировщики занимаются проверкой того, что ожидалось, с тем, что получилось. То есть ожидалось, что, допустим, это будет у нас там, смотри, ладно, черная кружка или там серая кружка, она получилась, там, хотелось, чтобы она была серая, она получилась черная. То есть это несоответствие, это дефект, это расхождение и в простонародье баг. То есть вот тестировщики как раз вот и занимаются тем, что ищут несоответствия. Они не сидят как сумасшедшие обезьяны, они там не пытаются высекать искры из клавиатуры, то есть они идут по требованиям, и вообще тестировщики это такие, если там, можно сказать, санитары леса, да, то есть они помогают компании делать качественные программных продуктов, да, то есть они помогают проверять какие-то сайты, программы, приложения на телефоне для того, чтобы и постараются максимально сломать их, да? Или нет? Они не занимаются тем, что сломают. Да, естественно, в результате работы они находят какие-то уязвимости, которые могут сломать, но лучше пускай это, то есть, компания так считает, лучше пускай мы сломаем это внутри, чем это сломает какой-то реальный пользователь и от этого расстроится, и компания может недополучить каких-то денег. Ну, логично. Кроме того, что пользователь может сломать, он может еще и что-нибудь украсть. Много же этих, когда выходит новая там операционная система под Apple, все ее пытаются сломать, хакнуть, да, китайцы ее каждый раз ломают, и каждый раз обнаруживаются какие-то уязвимости, так сказать, да? Ну да, там какая-то бабушка пыталась зайти в систему, а потом говорят, что это русские хакеры.
А, Слушай, то есть русские хакеры не настолько сильные, как та бабушка, да? Я не знаю, как это происходит. Ну, не, естественно, там все есть доля правды, да. Понятно. Я хочу напомнить, что вот здесь вот внизу вы видите название нашего сайта edil.cc. Зайдите туда и посмотрите у нас там есть услуга обучения, трудоустройства и миграция. И внутри этой услуги вы можете записаться на бесплатную консультацию. Это бесплатно. Вы получите полную информацию о процессе обучения и о возможных программах. Хотя они тоже написаны на сайте. Хорошо. Давай тогда с тобой поговорим. То есть какие у тебя есть курсы по тестированию? Это есть мануал и automation, да? В чем разница и как это работает? Да, мы проводим мануальное обучение на курсах по manual, потому что это вроде как считается, но опять же считается, что это настолько легко, что может пройти любой человек. Но это не совсем так. Нужно на какую бы простую профессию мы не шли в IT, там все равно нужно этим заниматься систематично, дисциплинированно, и вот 3-4 месяца. Да, нужно учиться. Нужно учиться, нужно уделять время. Поэтому не так много, извини, что перебил, 6-8 месяцев, это не так много, давай. Не так много, но это каждый день по 2 часа примерно. Кто-то может больше, это еще лучше. Но это дисциплина, это многие, закончив школу, забыли, в институте забыли, как учиться. И думают, что сейчас там посижу там с попкорном, с пирожками, и оно как-то само на подкорочку куда-то запишется. Но нет, нужно очень усердно учиться. Если manual это где-то 2 месяца для того, чтобы освоить все, 2-3 месяца, а automation это наиболее интересное, потому что там и зарплаты другие, там и конкуренция другая, там, в общем, другое отношение к специалистам, и искать работу интересней. И, в общем, перспективы все захватывающие. Но там учиться 5-8 месяцев нужно, чтобы все это понять. Ну, то есть это все вместе 2 плюс 8, да? То есть, нет, это включено. Все вместе. Да, мануал является под... Начальная ступень, да? Да, одна из первых. Теория тестирования – одна из первых ступеней. Окей. Про зарплату мы поговорим чуть позже. Я думаю, что эти вопросы всех интересуют. А сейчас давай, какие есть еще программы. У нас написано Full Stack Developer, Python Developer и JavaScript Developer. В чем разница, сколько обучения и что ты можешь сделать по итогам, когда ты закончишь весь этот курс? Я сам full-stack разработчик. Full-stack это значит, что ты можешь работать и на серверной части, и на клиентской части, разрабатывать, строить мост сразу с двух сторон. Но для кого-то, если для кого-то это непонятные слова, то не обращайте внимания, слушайте дальше. Значит, да, я сам full-stack разработчик, я использую JavaScript, и это такая работа, особенно сейчас, очень, очень большой спрос, огромнейший спрос. Почему это говорю? Потому что я разместил свое резюме, открыл его, посмотрел, что там происходит, просто для того, чтобы промониторить ситуацию, чтобы не быть голословным. У меня вчера было 5 интервью полноценных, длинных технических интервью. То есть я, с утра до вечера сидел и решал задачи, общался. Причем, кстати, многие компании сейчас, они очень большое внимание уделяют софт-скиллам, адекватности людей и уже в меньшей степени кодингу. Объясню почему. Потому что очень сложно найти нормальных, адекватных людей, которые будут вести себя нормально, у которых не будут случаться какие-то истерики, какие-то завихрения и так дальше. То есть есть несколько раундов интервью, с которыми просто общаются. Такой... How you doing, my friend? Что ты делаешь сегодня, да? Или... типа того, да. То есть важнее психология человека, чем фактически его навыки, да? Навыки важны, навыки безусловно важны, но все равно на первом месте это то, как он человек. Поэтому берут в компанию, ребята, слушайте, берут в компанию именно человека, а уж потом
специалиста, технического и так дальше, то есть по навыкам. Окей. Если вернемся про разработку, то есть full stack developer включает, я так понимаю, и Python, и Java, и туда и сюда, да? То есть Python это некая внутренняя часть, а Java это некая внешняя часть, да? Или я неправильно понимаю? Ну, не совсем. Значит, давай расставим, как бы поймем. Мы учим некоторые курсы, направленные на то, чтобы просто выучить язык программирования. Просто язык программирования, чтобы человек понял, интересно ли ему это, а может быть, кому-то нужен, он уже работает, и нужно просто взять еще второй язык, чтобы как-то разобраться. То есть Python, JavaScript и Java – это не профессиональный курс, это просто курсы программирования. То есть курсы 3 языков программирования, а уже Full Stack – это тот курс, на котором мы даем специальность, после которого можно и нужно ходить на собеседование и получать предложение о работе. То есть у нас два больших курса – Full Stack и QA, то есть после которых люди идут и устраиваются на работу на эти 2 специальности. Но в рамках образовательных программ можно взять и какие-то небольшие программы и их изучить и добавить в свое портфолио, я правильно понимаю, да? Да, они большие, они вообще большие. Вот даже кажется, что они типа такие небольшие, но небольшие. Там нет такого, что ты пришел, там недельный курс, и ты эксперт. Нет, там все достаточно требует внимания. Хорошо. Ты сказал, что ты сейчас продолжаешь размещать резюме и ищешь работу. Ты занимаешься обучением и одновременно ищешь себе работу? Или как? Да. Ну, потому что... Я объясню почему. Потому что если не... Ну, я могу, конечно... Как бы у меня я себя делаю какие-то перерывы. Вот, допустим, у меня сейчас был перерыв несколько месяцев. Я полностью занимался школой, я налаживал процессы. Но чтобы мне быть в курсе всего того, что происходит, самый простой способ – это вклиниться в какую-то компанию, там работать и там коммуницировать, смотреть новые штуки. То есть, чтобы мне делиться знаниями вот на курсе по фуллстеку, мне нужно где-то их брать. Я же не могу их просто там вот рассказывать то, что я, знаешь, как дедушкины истории, расскажу, кем воевал, как в молодости. То есть ты это для собственной практики, и я так понимаю, то есть ты не идешь не как в российском понимании, там, full-time работа, а под какие-то проекты, которые тебе были бы интересны, да? Да, я сейчас ищу именно интересный проект. То есть, даже, понимаешь, я сейчас не выбираю не по зарплате, сейчас выбираю просто по проектам, потому что с точки зрения финансов, как бы я предыдущие мои работы, то есть мне дают возможность не переживать о том, что мы будем есть сегодня. То есть я сейчас ищу интересные проекты, а зарплата, она просто сама собой разумеется. Само собой разумеется. Ну, слушайте, если вы хотите, чтобы для вас не было такого вопроса, что есть завтра, чтобы зарплата для вас была само собой разумеющаяся, то приходите на курсы обучения. Ссылочка внизу, вот здесь вот edil.cc. Посмотрите, запишитесь на бесплатную консультацию, вам все расскажут, все покажут, как это работает. Прежде чем мы перейдем к следующему блоку вопросов, и, разумеется, все ждут, сколько же можно зарабатывать в этой сфере, я хочу сказать, что у нас тут есть некоторые вопросы. Если у вас, дорогие зрители, появились вопросы к Виктору, вы можете их написать, а я пока выведу на экран один из вопросов, который мы прокомментируем. Добрый день. У мужа есть образование как программиста, есть курсы по C++, C, Java, но работает как техник-администратор PC. Какой шанс устроиться в США? Английский средний. Страна проживания на данный момент Израиль. Тут вопрос такой, типа, где работать? Именно если шанс устроиться в США. Тут вот важно, если шанс устроиться в США. Американские компании не очень охотно, точнее вообще, именно большие компании, маленькие, любые, не берут людей работать, которые вот сидят где-то, допустим, вот в Израиле. Если он будет сидеть в Израиле и пытаться устроиться в американскую компанию напрямую, то такой вариант не работает вообще. Почему? Потому что, допустим, большие корпорации, они не доверяют вообще тем людям, которые не находятся в Америке, потому что над ними нет никакого контроля. А те, кто легально находится в Америке, вот тогда есть шанс устроиться, конечно, есть шанс устроиться, очень большой. Если мы говорим про уже
про знания, что он там знает, умеет. Если он знает хоть один язык программирования, то взять уже что-то профессиональную какую-то программу или пойти, или сосредоточиться на чем-то одном, в этом нет проблемы. То есть у него уже есть знания в программировании, то есть он уже понимает, что к чему, и ему нужно только взять что-то, ну, сфокусироваться на чем-то одном, что, собственно, было и у меня. У меня тоже была такая проблема, когда я как бы вроде бы много всего знаю, много всего умею, но нужно фокусироваться, и чем уже ты возьмешь специализацию, тем будет лучше. Да, окей. То есть в данном случае этому человеку важнее сначала переехать в США, а только потом найти работу. Я правильно понимаю, да? Да. Потому что американские компании не рассматривают кандидатов вот оттуда и очень относятся вот к тем вопросам, когда нужно спонсорство, когда нужна там еще поддержка и так дальше. То есть американские компании лучше возьмут какую-то местного подрядчика, который сам решит вопросы вот со всеми остальными работниками и просто им скажет: вот вам рабочая сила, там 300 килограмм, 5 человек, 300 килограмм берите. Вы, пожалуйста, не удаляйтесь с нашего эфира. Человек, который задал вопрос, к сожалению, я не вижу вашего имени. Ближе к концу этой программы мы расскажем, какие есть варианты именно по иммиграции, потому что наш сегодняшний эфир называется «Обучение, трудоустройство и иммиграция». И вопросы иммиграции будут в конце, и мы о них обязательно еще поговорим. Давай перейдем, наверное, к самому интересному вопросу про зарплаты. Сколько можно зарабатывать для тестировщика и фуллстек разработчика? Скажем, я думаю, что ты знаешь, скажем, если ты работаешь в России, если ты работаешь в США, если ты работаешь удаленно и там, или если ты работаешь в офисе и там. Какая градация зарплат вот от начала до, скажем так, ну, не предела, а среднего уровня? Ну, я скажу, может быть, не совсем такие очевидные вещи, потому что считается, ну вот смотри, давай перейдем к цифрам, а потом уже к выводам. Значит, в Америке средняя начальная зарплата тестировщика, пускай это manual, пускай это будет full stack, фронтенд или там еще кто-то, аналитик и так дальше, она примерно, ну, точнее так, вот в средний такой минимум от $30 в час. То есть меньше $30 в час вообще никто, ну, особо даже рассматривать, ну, не будет. Среди наших студентов, потому что мы сейчас проводим буткэмп, у меня вот там в соседней комнате, не знаю, с какой стороны показать, в соседней комнате сидят студенты, могу, кстати, показать, если интересно, и они занимаются тем, что мы прорабатываем, мы ищем работу, коммуницируем. И у них предложения идут сейчас, это $45-50 в час. Первая работа. Первая работа. Тестировщиком, фронтенд-разработчик, первая работа, она примерно так, потому что ребята еще не умеют торговаться, они еще как-то там притягивают к себе каких-нибудь там странные компании, которые хотят сэкономить. Слушайте, $45, ну, так, для сравнения, для тех, кто не живет в Соединенных Штатах Америки, я бы сказал, это очень хорошая зарплата на старт, потому что, когда я только приехал в США, я получал 10, ну, 12, максимум потом $15 в час, и это далеко, поверьте, от 45, тем более для первой профессии по итогам обучения, там, 6-8 месяцев, не вот тебе большой, ну, там, полжизни как врачу потратить на обучение не нужно, это всего 6-8 месяцев, да, упорного труда, но это 6-8 месяцев. Окей, $45 для тестировщика, full-stack разработчик, и потом на что можно рассчитывать? Вот перспективы года, 2, 3, 5, там уже отличаются сильно. Через год, ну, вы просто обязаны, это я бы сказал, ставку в час. Но это если мы берем какую-то контрактную работу, когда компания хочет взять просто на полгода человека, он там поработает, и все, он сам уходит, его не нужно увольнять, контракт закончился, до свидания. И потому что процесс увольнения для компании связан с затратами. То есть они должны будут заплатить там за 2 или за 3 месяца полной работы, если они его увольняют. Если сам человек уходит, то никаких отступных там ничего не платится. Значит,
перспективы года-двух на тестировщика это уже нужно работать full-time в компании. Full-time предполагает, ну, то есть полный день, предполагает контракт тоже полный день, но просто другая форма как бы связи с компанией. Ты являешься уже сотрудником компании. Ты не работаешь через посредника, ты уже работаешь через, ну, напрямую. Они тебе могут оплачивать страховку там, от 50 до 90%, а это достаточно большие затраты, там где-то долларов 700 в месяц. Также могут выдать часть акций, этих опционов, которые либо в будущем будут деньгами, либо которые уже в настоящее время являются деньгами. Я слышал, Илон Маск выдает каждый год бонусы своими акциями компании Tesla. Да. Это почему так делается? Потому что это такие золотые наручники. Иногда хотят куда-нибудь там, им там поманили пряником, они побежали туда. А тут как бы у них, они знают, что каждый год будет еще больше и больше и больше. Они, в общем, там навсегда. Текучесть кадров – это проблема. Окей. И, значит, перспективы. Я сдалека начал. Отвлеклись, да. Да, в общем, через год-два нужно выйти на зарплату в среднем $150 тысяч в год. И вокруг этого вот как раз все и колеблется. Дальше уже и сама ставка, она может быть там 150, 140, 160, но бонусы и вот это все вот акции, они там переходят за 200. То есть там может перейти... Если говорим про опыт типа там 7-10 лет, там от 7 до 15 лет, то зарплата идет примерно между 200 и 300 тысячами. Суммарный бонус. То есть если... Но я правильно понимаю, что можно начать вот с 6 месяцев обучения, потом нашел себе работу, и уже в процессе доучиваешься, допрактикуешься, и в процессе уже идет у тебя карьера? Конечно, да. От курсов ожидать того, что ты пришел и сразу стал экспертом уровня там, 5-7 лет, то не нужно. Задача курсов – это выпихнуть людей на рынок и пинком их куда-то в какую-то компанию, чтобы они залетели, там получили свою первую работу, первую зарплату, первый опыт. Через полгода, может, там 6, 7, 8 месяцев перешли в другую компанию с повышением и вот так с шагом в год уходили на повышение в другие компании. Хочу уточнить, я не ослышался, что задача ваших курсов именно трудоустроить людей, потому что большая часть курсов, которые я знаю в интернете, это дать знания, взять с тебя деньги, инфо-цыгане и как бы до свидания. Но вы занимаетесь именно трудоустройством, ну, обучением с целью трудоустройства, я правильно понимаю? Да, такая изначально была задача, чтобы выучиться, чтобы учить людей, чтобы они находили работу. Но непосредственно вот мы не заводим в компанию, не мы говорим, что вот, типа, вот ты будешь работать здесь и так дальше. Пока такого нет, но мы работаем над этим. Okay. Да, то есть, да, говори. Да, окей. Скажи мне, пожалуйста, как можно устроиться, то есть если мы живем в США, давай сначала, если человек живет не в США, может ли он куда-то трудоустроиться онлайн или найти работу тестировщика, скажем, не в США, а в России, Украине или какой-то другой стране, там, где он живет? Это востребовано сейчас там? Или онлайн на американскую компанию? Можно так работать? Сразу же на американскую компанию навряд ли. Я думаю, что нет. Вот напрямую, типа там я сижу у себя где-нибудь там в Бердянске, хочу устроиться в американскую компанию, то навряд ли. Так, они на это не пойдут. Даже если вы скажете, готов работать за еду, за $2 в час, то они на это не пойдут. Потому что проблемы с переводом... в России или в Беларуси или в Украине где-то можно найти работу под той программе, которой вы учите? Да, причем в России, в Украине, в Беларуси устроиться на работу легче, потому что процесс собеседования не такой странный. Я тебе просто пример говорю. У меня сейчас идет 6-й раунд из 8 интервью. То есть у меня 8 раундов, да, 8 раундов в одну компанию. Это невероятно. Обычно их там 3-4, но это 8. Ну, обычно одно собеседование, на втором уже принимают решение, брать тебя или нет. Да. Это вот обычно, это я тебе скажу. А как если у вас программистов 8 раундов, то это как бы не очень обычно. Я такое ощущение, как будто со всеми должен в компании познакомиться. Даже с бухгалтером, да? Даже с бухгалтером. Ну,
Слушай, тогда вопрос. В России, в Украине это такие компании, как Яндекс, я не знаю, ну, то есть какие-то IT, ну, Озон, Wildberries, какие-то магазины. Кто берет в том сегменте тестировщиков и так далее? Какие программы, компании? Не только гиганты, не только гиганты. Там у них, конечно, большая доля рынка, но есть много маленьких компаний, которые делают либо свой продукт, либо которые делают продукт уже там на другие рынки, на американский, на европейский рынок, и просто перепродают. И причем, я тебе хочу сказать еще такую штуку, что зарплаты, которые получают, вот, допустим, программист в Москве, где-нибудь в Петербурге, в Минске, получает зарплату, допустим, там $4000 на руки, он чувствует себя намного лучше, чем разработчик, который здесь получает, ну, пускай те же 4 или те же даже 8 тысяч, потому что налоги здесь заберут процентов 35-40, и уровень цен немножко отличается. Конечно, да. Особенно аренда. Особенно аренда заберет много. Поэтому те люди, которые работают как бы не в Америке, получают типа зарплату меньше, на руках остается больше и уровень жизни лучше. Потому что для тех людей, которые перевозят сюда, первое время они чувствуют себя не очень, но это только первое. Ну, 150 тысяч, ты не будешь зарабатывать в России, даже если ты будешь, я не знаю, нужно быть главным тренером сборной России по футболу, чтобы столько зарабатывать. Да. Так вот, парадокс в том, что те люди, которые приезжают сюда, они вначале чувствуют какое-то проседание по зарплате, по всему прочему, но потом они переходят несколько раз больше получают, у них появляется возможность, допустим, там, купить себе дом за 300, 400, там, 800 тысяч, ну, используя все свои, ну, используя то, что они работают, у них есть возможность взять большой кредит под хорошие проценты, допустим, там 3%. И, ну, вот так. То есть первое время немножко проседает, потом выравнивается и идет очень хороший рост. Опять же, если не тупить. Да, ребята, наш вам совет, не тупите, зайдите прямо вот сейчас на наш сайт edil.cc, на соответствующую услугу обучение, трудоустройство и миграция, заполните там заявочку, e-mail укажите свой, и вам придет приглашение, вы проконсультируетесь со специалистом школы, и уже завтра начнете свое движение к нормальным зарплатам, а не $10 в час, или сколько у вас там, где вы живете. Тогда, смотри, я правильно понимаю, то есть мы обучаемся, про зарплаты мы поговорили. Скажи мне, как устроена программа подготовки к трудоустройству? Ты сказал, у вас есть буткемпы, но поподробнее немножко о буткемпах, и это только для тех, кто уже в США, правильно? Да, обычно сюда тяжело добраться не из США, потому что... Логично, как бы граница закрыта. Да, слушай, если хочешь, я тебе покажу просто сейчас, как проходит, мы немного ворвемся. Значит, это происходит вот в таком формате. Я вам сейчас покажу. Мы в прямом эфире, и... Да, окей. Помашите ручкой. Вот, это... студенты? Нет, это студенты, которые не пошли на обед. Они сидят там... Они ищут работу. Да, они ищут работу, они практикуются, они проходят интервью, мы тренируемся, то есть в той комнате помещается человек там 30-40, в самые такой активные дни. И да, это буткемп, когда к нам приезжают на неделю в этом доме, мы принимаем... Самое большее мы здесь принимали 47 человек, и еще оставались, кстати, комнаты. Да, это в Атланте, и это сделано для того, чтобы вырвать человека из его окружения, из его каких-то там проблем, забот, чтобы он приехал и здесь занимался только поиском работы, только общением с рекрутером, только прохождением интервью и так дальше. То есть чтобы варился в вашем котле, и таким образом вы ускорите этот процесс, да? Да, мы кормим, как бы обеспечиваем досугом,
тут вокруг лес, в общем, все, в общем, санаторий, теплоход. Санаторий, но для трудоустройства. Ну, для меня это, когда я узнал о вашем буткемпе, для меня это было нечто новое, потому что приехать отдохнуть, окей, приехать там какую-то тусовку, бизнес-мероприятие, окей, но приехать и вместе тусить для того, чтобы найти работу, скажи, вот из 47 человек, ты сказал, у тебя было максимум, все устроились, да? Или кто-то не все. Не все. Там, может, человек, я не знаю, там были люди, кто просто не искал. Ну, очень много устроилось. Я думаю, что где-то 35, вот, короче, больше 30 человек точно устроилось. Точно, да. Ну, то есть, можно сказать, 80 там, процентов, да? С буткемп, ну, потому что они приезжают, во-первых, кто сюда приезжает, они очень замотивированы, они прошли уже обучение, они здесь не учатся, то есть это не встреча для того, чтобы учиться. Тут мы уже практикуемся и коммуницируем. Некоторым людям не достает, знаешь, просто такого маленького пинка, и они пошли уже, как бы делают то, что нужно. Okay. Уверенности не хватает, знаешь, Антон, не хватает уверенности людям. Очень какая-то странная штука, забитая, знаешь, за самооценку как-то, не знаю, какими способами самооценку. У нас это в Союзе, по-моему, то есть это наша советская вот эта вот идеология, что ты ничтожество, ты тут вообще никто. А вот на всех американцев посмотришь, у них 2 класса образования, ну, условно, там какие-то базовые знания, но он на себя мнит, что ты прям вот звезда. Ты, я не знаю, какая там программа, мануал-инженер за 2 месяца, и ты уже, я рядом с тобой там не сяду, потому что ты зарабатываешь мало, да? Американцы очень простые, но позитивные. Да, есть больше позитива, потому что я проводил собеседование, тоже когда я работал в компаниях, я проводил собеседование для, ну, как бы, когда компания искала себе сотрудников, и американцы, ну, у них всегда все хорошо, они знают точно, как нужно себя презентовать. Да, у них есть какие-то свои там проблемы, может быть, там по техническим навыкам, но зато они позитивны, зато они открыты, зато они общаются и так дальше. А вот наши ребята, они немножко нужно меняться. Они себя недооценивают. Да, во-первых, недооценивают, во-вторых, очень много, знаешь, всяких там мыслей лишних, которые нужно сказать, как бы, у нас какая методика. Нужно ходить, обязательно нужно... Алло? Что-то у нас прерывается. Есть? Все. Да, нужно анализировать свое поведение и общаться. Как можно больше коннекшена, как можно больше попыток. И всегда с улыбкой. Я хочу вывести на экран, нас смотрят твои зрители, твои ученики. Хочу сказать, что Виктор супер преподаватель, школа дает очень много знаний, вы никогда не пожалеете, если возьмете курс у Виктора, говорю с личного опыта. Михаил Шепкин, вы можете его загуглить в Фейсбуке и найти, я думаю, что лично даже с ним пообщаться и спросить у него, ну, тем, кто не верит, о возможностях этого курса, посмотреть отзыв от этого человека. Слушай, ну, вообще крайне интересно. Если у вас, дорогие зрители, есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их тут в комментариях. Нас сейчас смотрят в онлайне 65 человек. Было там до 120. Я думаю, что ну, ты вообще ответил на все мои вопросы. Если тебе есть что добавить, скажи мне про программу трудоустройства. Если нет, то перейдем к завершающей части, которая будет еще более интересной, чем первые 2. Давай переходим. Переходим. Окей. Смотрите, дорогие друзья, что мы хотим еще вам заранее сказать, что сейчас мы говорили про обучение, и обучение в школе у Виктора есть несколько программ, вы можете это все посмотреть на сайте и поговорить с ним лично. После чего, если вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, то вы сразу можете воспользоваться
воспользоваться программой буткемпа, и вам помогут в трудоустройстве в любую во многие американские компании. Если вы находитесь не в США, и вот здесь вот крайне интересный вопрос, потому что в октябре месяце этого года мы планируем вместе с Виктором запустить программу по получению рабочих виз в Соединенных Штатах Америки. Это будет H-1B виза. На H-1B визу мы будем собирать заявки в нашей компании. То есть у нас есть несколько компаний, которые работают в сфере IT и которые готовы потенциально уже брать на себя заказы и выполнять их для крупных американских компаний. Вот. Но, как сказал Виктор в самом начале этого разговора, что американские компании не хотят связываться с теми, кто находится не в США. И таким образом мы готовы помочь вам получить рабочую визу в США. Вы можете зайти на сайт иммиграционной службы США и посмотреть, что такое H-1B виза. Это самая популярная виза среди айтишников. Наши компании будут готовы принять ваши заявки и подать ваши заявки в иммиграционную службу для розыгрыша лотереи. Хочу сказать, что лотерея – это не лотерея Green Card, это совершенно другая история. Лотерея по H-1B, вероятность выигрыша составляет 35-40%. И если вы сейчас вы можете начать обучение, то есть сейчас у нас на дворе июнь 2020 года, вы можете сейчас начать обучение, у вас займет там 6-8 месяцев, о которых мы говорим. В апреле следующего года происходит розыгрыш лотереи по H-1B, лотереи рабочих виз. И если вы выигрываете, а это вероятность примерно 40%, то уже в сентябре следующего года вы приезжаете в Соединенные Штаты Америки с рабочей визой для всей семьи. Вы эмигрируете в США и начинаете свой рост в американских компаниях, сначала в нашей с Виктором, то есть мы вам поможем получить рабочую визу и трудоустроиться в американской компании, а потом уже вы можете быть, как говорится, you can be free, ты можешь быть свободен и работать на любую американскую компанию, в том числе Apple, я не знаю. Ну, скажи мне, Виктор, я ничего не упустил? В какие компании можно еще работать? Вот по той схеме, которую мы с тобой придумали, которую я сейчас озвучил. Ну, работать можно в любую компанию. Это нет никаких ограничений. Ты просто немножко оговорился, ты сказал, сегодня 20-й год, сейчас 21-й год. Слушай, 21-й год, да? Да, то есть можно работать в любой компании. Даже большие корпорации, они охотнее берут контракторов, потому что с ними легче работать. Их легче принимать на работу и их легче увольнять. Как правило, с контракторами работает какой-то посредник, и уже всю коммуникацию, все дела там по страховке решает уже посредник. Да, я вам хочу сказать, что модель, на самом деле, это придумана не нами модель придумана в Соединенных Штатах Америки и довольно давно, когда существует компания, которая принимает работников к себе в штат, и сегодня, допустим, у нас есть контракт с одной компанией, и вы выполняете работу для них. Завтра, если ваш контракт закончился или по какой-то причине вы стали не нужны в этой компании, у нас есть другой проект, мы находим для вас другой проект и отправляем вас работать в другую компанию. И эта модель предусматривает, что и вам, и компании, которые будут непосредственно вашим заказчиком, и всем значительно проще работать и взаимодействовать для того, чтобы достигать общих целей. Компании получают качественных работников, мы гарантируем, что вы получите и найдете работу, а вы, в свою очередь, получаете доступ к американскому рынку, вы получаете американскую рабочую визу, вы оформляетесь полностью, ну, то есть я не занимаюсь оформлением, Виктор не занимается оформлением ваших документов. Все это осуществляется через американского иммиграционного адвоката. Вот. Мы занимаемся только трудоустройством вашим, и Виктор сказал обучением. Виктор, я правильно, да? Сегодня 21 год, не 20-й. Да, извините, такое бывает. Года слишком быстро летят. Моей дочери вот уже 13, а я думал, что ей всего 8. Виктор, скажи мне, пожалуйста, ты жил в Калифорнии, да? Да. И сейчас перебрался в Джорджию. Мы, собственно, здесь с тобой познакомились в Джорджии. Слышал, что из Калифорнии очень многие сейчас уезжают, потому что там коронавирус головного мозга. Так, да? Там еще пожары есть. Там летом пожары, очень, очень свежий воздух.
Да, там пожары слушай, и коронавирус. Ты переехал именно из-за чего? Из-за пожаров или коронавируса? Не из-за того, не из-за другого. Мы переехали сюда, потому что мы готовили проект на буткемпа и искали достаточно большой дом, чтобы в нем можно было жить и принимать много людей. Поэтому я нашел самый ближайший и доступный по цене в Атланте. Поэтому вот сюда переехал. Ну, рядом с Атлантой. Это не сама Атланта, это пригород. Ну да, это пригород Атланты. На самом деле я был у Виктора дома. Это огромный дом. Так, чтобы сравнить, если вы когда-нибудь были там в Чехии, моя любимая страна, то там есть огромные замки, такие, знаете, со всякими башнями. Вот примерно такой дом у Виктора со своим лесом. Ну, если там можно 47 человек поселить, то, наверное, это... Сколько у тебя комнат? 15, кажется. Отлично, отлично, мы переезжаем к тебе. Да. Именно комнат 15, как бы спален, естественно, не 15, это именно просто как комната. Окей. Окей. Тогда, смотри, я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Еще раз, ссылочка на сайт, где можно заполнить заявку, внизу. Вы заполняете там заявочку, с вами связывается специалист школы, вы проходите обучение, потом вам помогают с трудоустройством, и в октябре этого года мы поговорим про иммиграцию в США, про заполнение заявки на рабочую визу. Пожалуйста, делитесь этим видео, задавайте свои вопросы в комментариях, мы также продолжим на них отвечать, вот, и будем рады вам помочь, и встретимся у Виктора дома за чашкой чая и за поиском работы, да, Виктор? Да. Если по какой-то причине моя журналистская карьера не удастся или мой текущий бизнес не будет приносить мне достаточно удовлетворения, то я приду к тебе, чтобы ты меня научил, как быть тестировщиком. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Это было шоу «Безос курит». Мы выходим каждый четверг в тематических группах. Виктору еще раз большое спасибо. И увидимся через неделю или когда-нибудь в другой раз. Спасибо. Пока. Счастливо, ребят. Пока-пока.